Друзья, всем привет! Сегодня крайнее видео перед ТГЕ Монат. Расскажу о том, что я думаю, какие NFT буду минтить, какие вообще у меня мысли по поводу самого сейла и что будет происходить дальше. Поэтому досмотри видео до конца, будет полезно, интересно, погнали. Итак, я хочу поделиться своим airdropом. Кто еще не знает, я заработал 32 тысячи мон. Это совсем ничто по сравнению с тем, сколько вложил я души, сколько контента. Те, кто за мной сидят, понимают, о чем я говорю. Но по факту, что имеем, то имеем. 32 тысячи мон. Мне еще повезло, потому что многих сбрили, поступили не совсем честно. Всех моих ребят, которые действительно старались, также отбрили напрочь. Не очень хорошо, но есть экосистема. И сейчас я хочу определиться вместе с вами, что именно стоит клеймить, что нет. Ну, что лично я буду делать. Вот такой вот дроп 32 тысячи. Примерно по нынешней цене, если мы посмотрим на премаркет, это $1000 плюс-минус. Скорее всего, все эти моны я потрачу на клейм тех или иных NFT и других активностях. Прямо сейчас на Coinbase доходит уже до запланированного рейза 181 миллион. В сумме ребята собрали 430 миллионов. Это очень большие деньги, чтобы долгосрочно развиваться. Это, конечно, плюс. Плюс еще один, что они вышли на Coinbase, это значит американская комьюнити также подключится. Ну, скорее всего, это будет исключительно спекулятивная история. Купили подешевле, продали подороже и никак на новой ликвидности не отразится, включая наш рынок, который прямо сейчас делает какой-то фурор не очень хорошей стороны. Имею в виду, что биткоин 84 тысячи на момент создания видео. У нас есть 2 дня, ребят, 2 дня, чтобы понять, стоит вообще что-то клеймить или нет, или же все пропустить, если есть airdrop, продать, если есть какие-то фрименты, использовать. Прямо сейчас приглашаю тебя в экосистему BuyArt. Это основной канал, где глубокая аналитика и разбор проектов, а также его чат, где поддержка комьюнити и общение. В закрытом сообществе у нас ранее альфа, а также VIP-чат. Важная трейдинг-группа — это сетапы, торговля и разбор сделок. И, конечно, P2P сегмент — это быстрые безопасные сделки через наших мерчантов. Все эти ссылки будут в одном закрепленном сообщении моего телеграм-канала. Переходи. Повторюсь, что с точки зрения фанрайза Монат может поддерживать и должен поддерживать свою экосистему. Некоторые продукты, да, их очень много было на тестнете, более 400 активностей мы с вами видели, но по факту 5-10 проектов, которые Монат будет активно поддерживать. Совсем недавно выкатилась вот такая вот информация по Monat Momentum. Это первая волна. Если по-простому, это те приложения, которые прошли некие отборы. Monat как бы должен их поддерживать, а эти проекты должны вознаграждать своих пользователей. На экране вы как раз видите все эти проекты. Если вы где-то участвовали, то молодцы, продолжайте участвовать. Здесь, соответственно, все просто. Это биржи, это беттинг, это гэмблинг. В принципе, все, что конвертируется в комиссии, в деньги, конечно же, блокчейн это будет поддерживать. Прежде чем мы перейдем к проектам, цена в 3 цента, которую мы сейчас видим, в принципе, оправдана с точки зрения рынка, с точки зрения вообще многих факторов, и airdropа тоже. И мне кажется, она упадет еще ниже на ТГЕ, поэтому возможно, стоит сразу продать airdrop, чуть позже выкупить и уже на эти средства минтить NFT, если вы так желаете. Я сделал небольшую табличку исключительно для себя. Здесь я выявил все проекты, где я имею eligible, то есть проходку. VL, различные токены и так далее. Это те, которые я нашел. Возможно, их больше. И я рекомендую прямо сейчас, есть еще 2 дня, сделать вам то же самое. Возьмите, создайте небольшую табличку по дате минта, по прайсу, по S-тиру, точнее по тиру S, A-grade, B-grade. То есть для себя выявите, какие потенциальные блю-чипы, гемы, а какие вы вообще не будете прикасаться, даже если у вас есть VL, он ни на что не влияет. То же самое сделал я. У меня здесь сколько? 28 проектов, включая Monat. И какая есть информация сейчас, хотя осталось 2 дня, некоторые тянут почему-то, непонятно. Здесь я выявил, то есть у меня есть S-тир. S-тир — это те проекты, на которые делаю более-менее ставку, хотя сейчас экосистема супер бедная, независимо от того, что Monat сам собрал 430, примерно, сколько там, 431 миллион. S-тир, на который делал ставку, возможно, себя зарекомендует, это среднячок, ниже среднего, который
Ну, возможно, один-два из этих проектов, NFT-проектов, что-то из себя покажут. Именно поэтому вот таким вот способом я написал проект, категорию, тир, типы legal. То есть GTD это гарантированный VL, где можно будет заминтить. FKFS это первый пришел, первый успел. То есть это нужно успеть. И также дата минта, прайс минт можете посмотреть, и чекеры, на которые сейчас можно проверить. Если вдруг вы не знаете, как проверить, я кидаю свой телеграм-канал, но если вы там не видели в чате, вот в принципе сам такие-то крипто, вот такой, много очень постов таких, я не стал делать, повторяться, ну вот можете зайти к нему, посмотреть, здесь очень много чекеров, перейдите, посмотрите, где вы legal. И исходя из этой таблицы, прямо сейчас я не могу сказать точно, что именно я буду клеймить, что не буду, потому что буду смотреть по ситуации, буду смотреть по тому, насколько быстро разбирают коллекцию, то есть сидеть на страже, если вижу, что очень быстро разбирают, возможно, куплю, возможно, где-то не успею, и буду смотреть на Price Mint. Не все еще коллекции выставили, и я уже писал об этом в Твиттере, о том, что гарантированный VL вообще должен быть free mint, это как правило базовое должно быть, это как сделал Malandax. Вот они сделали гарантированный VL, это free. Когда у вас есть гарантированный и вам ставят 50-100 долларов минт, зачем тогда вообще зачем вообще делали какие-либо активности, помогали проекту? То есть если у вас гарантировано, значит вы с самого раннего, скорее всего, либо где-то в розыгрыше выиграли. В общем, проявили какой-то импакт и вас вознаградили. Если при гарантированном VL вы видите какой-то прайс невероятный, значит команда просто хочет собрать деньги и, соответственно, обкэшиться. То есть вот такой вот небольшой red flag имеется, обращайте на это внимание. Это я говорю про гарантированный. Если мы говорим про FKFS, то есть первый успел, а тем более паблик, то там может быть прайс, это нормально. В принципе, такая градация и должна быть. То есть гарантированный бесплатный, FKFS какая-то сумма, паблик еще дороже. Это нормально. Короткая, но полезная инфа. Я выделил уникальные преимущества торговли на бирже BingX. Одни из самых низких комиссий, огромное количество торговых пар, упрощенная возможность получения VIP-статуса, конечно же удобный и практичный интерфейс самого приложения и самое главное быстрое решение любых вопросов через меня лично. Ссылочку на регистрацию я оставил в описании, а теперь продолжаем. Также, конечно, я обращаю внимание на комьюнити самой NFT коллекции, я уже 100 раз об этом говорил, на supply, то есть если, к примеру, мы видим какой-то монат на мат, у меня тут FKFS есть, 500 мон требует, у него 10 тысяч supply, но я сомневаюсь, что эта коллекция что-то будет стоить. Коллекция должна быть в минимальном тираже и давать максимальный импакт, давать максимальное utility, хотя все это utility ерунда, но по факту хотя бы эта оболочка должна быть, чтобы была какая-то ценность. Ну и, конечно, комьюнити, насколько оно активное. Перейдите в Discord, посмотрите, какой проект... в каком проекте, какой комьюнити, насколько активно. Это тоже важный момент. Отсюда я, кстати, ориентировался с тиром тоже. К примеру, мы возьмем тот же самый культ лаунч-площадку, которую прямо сейчас еще, если вы смотрите, можно успеть зарегистрироваться, если вы попали в Diamond Hands. Первый проект это токен Gemonad. Возможно, он хорошо себя покажет, потому что в тестнете он очень много иксов дал. Понятно, что это тестнет, но комьюнити очень живое. Здесь можно зарегистрироваться, если вы попали в топ-2000. Если у вас Diamond Hands написано, вы можете претендовать на аллокацию максимально 2000 мон и выкупить, и заработать на этом, либо не заработать. Но культ у меня стоит в S-тир. То же самое могу сказать про Malandax. Очень с самого начала еще говорил, что это грамотная коллекция, на нее обращаю внимание, там у меня Malandax Minpass есть гарантированный. То же самое могу сказать про Magmu, LST, про Lamao, ну и другие здесь можете посмотреть. Это и Bean Exchange, кстати, по поводу Bean Exchange, пока не забыл, прямо сейчас у меня в Твиттере идет розыгрыш. Я заколлабился с Бином, они выделили мне 20 NFT Soulbound. Этот Soulbound NFT будет давать вам airdrop на TGE токенов BIN и другие преимущества. Здесь можете зайти, посмотреть, что нужно. Ничего сложного, заходите, нужно будет подписаться на меня на Binance SBT, поставить лайк, ретвит, отметить 2 людей и оставить свой кошелек. Вот уже сколько людей это сделали за 1 час. Поэтому рекомендую прямо сейчас перейти после этого видео и поучаствовать. Может быть, вы выиграете. Ваш кошелек, если вы выиграете рандомно, я отправлю, соответственно, проекту, и они вам выдадут VL, где вы сможете заклеймить NFT, либо же сразу на кошелек, ну, скорее всего, VL.
Также есть некая табличка Карма, девушка, которая в Монаде тоже очень много делает. Она, соответственно, выкатила вот такое вот обновление, где показано, какие коллекции выйдут в первый день, во второй, в первую неделю, во вторую неделю. Здесь еще будет дополняться, соответственно, инфа. Поэтому можете поставить на паузу, посмотреть. Прямо сейчас все, что нужно сделать, это, конечно же, создать табличку, либо закладки, как вам удобно, чтобы вы не потеряли инфу, чтобы вы успели на все минты, где вы хотите поучаствовать. Выделить комфортную сумму, если это прайс имеет определенно, если это не фриминт. Выделить нужные коллекции. Я бы рекомендовал вам не более 5 грамотных. Ну, во-первых, посмотрите, где вы Leagueable, а там уже дальше отталкивайтесь. Также пока не забыл, кто имеет вот такой вот золотой тикет, кто прошел по airdropу, Чок выставил информацию, что готовит какой-то сюрприз, у кого есть, поэтому следите за их анонсами. На этом тестнет подходит к концу лично мой. Очень много контента я сделал, более года выставлял различную информацию. Посмотрим, что из этого выйдет. Я уже говорил, что если получится от 5 до 7 тысяч долларов заработать на этом блокчейне, будет отлично. Хотя это очень-очень скудно с точки зрения полезности, как я считаю, которую я внес. Но посмотрим, как все будет. Напишите один проект, который вы считаете достойным в экосистеме Monad в комментариях. Мне интересно почитать и участвуйте в конкурсе. Всем пока.